Он всегда казался уверенным, холодным, контролирующим. Но в этот раз он потерял контроль. По сообщениям итальянской прессы, Джан Яман собирается сделать предложение. Но только избранные знают, что произошло за несколько дней до этого. Там была сцена, о которой не написали ни турецкие, ни итальянские таблоиды. И именно она может поставить под угрозу всю эту историю. Что скрывает Сара Блума? Почему семья актера начала давать комментарии вне официальных каналов? И главное, какую фразу Яман произнес, после которой даже самые преданные фанаты засомневались, это точно любовь? Все самое важное не в начале. И даже не в середине. Главное случится ближе к концу этого видео. И если вы досмотрите, узнаете то, что не решаются публиковать открыто. Эта новость пришла неожиданно и взорвала заголовки итальянской и турецкой прессы почти одновременно. Казалось бы, очередной роман в жизни популярного актера. Но фраза, которую Джан Яман произнес в интервью, моментально превратила слухи в настоящую сенсацию. Он заявил, что собирается сделать предложение. Причем не просто когда-нибудь, а уже в ближайшие дни. И не просто кому-то, а Саре Блума, девушке, о которой до этого почти никто не слышал. Вопросов стало больше, чем ответов. Молниеносно всплыли подробности. Актер, по сообщениям прессы, уже познакомил Сару со своей семьей. А это, как знают фанаты, для Ямана не просто формальность. Он один из тех, кто всегда берегал личную жизнь и редко пускал в нее посторонних. Если это правда, то история куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Но откуда взялась эта девушка, и почему именно она та, кому он решил предложить руку и сердце? Сару Блума публика заметила совсем недавно. Ее имя всплыло лишь после того самого концерта, где она якобы познакомилась с Джаном. До этого момента в светской хронике она не появлялась, ее аккаунты в соцсетях были почти пустыми, и никаких громких упоминаний в медиа не было. Это только усилило интерес. Кто она? Почему именно она? И откуда такая внезапная близость с одним из самых желанных мужчин Турции? Журналисты быстро раскопали, что Сара живет в Италии, связана с арт-средой и часто появляется на закрытых музыкальных мероприятиях. Именно на одном из таких вечеров, по данным итальянских таблоидов, они и встретились. Все произошло быстро. Через пару недель появились первые фотографии. Пара на улице, без охраны, без пафоса, сдержанно, но слишком близко для случайного общения. Взгляды, жесты, неуловимая синхронность между ними – это нельзя было сыграть на камеру. Интересно другое: ни Сара, ни ее окружение не спешили комментировать ситуацию. Ни одного подтверждения, ни одной опроверженной цитаты. Молчание. Это выглядело не как скрытность, а как расчетливая пауза перед чем-то серьезным. А когда Яман начал говорить о чувствах, эта пауза стала напряжением. Вскоре все перешло из стадии догадок в серию событий, которые нельзя было игнорировать. Сначала в прессе появились фотографии из Венеции, Джан и Сара на вечерней прогулке, вдвоем, без сопровождения. Казалось бы, просто кадры с отдыха, но журналистов насторожили детали. Он держал ее за руку так, как держит не спутницу на одну ночь, а человека, с которым строят что-то серьезное. Она смотрела на него, словно все вокруг исчезало. И самое главное, рядом находился его близкий друг из семьи. Такое в жизни Ямана происходит нечасто. Позже появились слухи, что Сара уже была представлена родителям актера. По тем же сообщениям, встреча прошла в частной обстановке, без посторонних, и якобы именно после нее Яман впервые произнес фразу, которая теперь разлетелась по всем сайтам: «Это большая история любви. В ближайшие дни я официально сделаю ей предложение». Вопрос не в том, правда ли это. Вопрос в том, зачем он это сказал. И кому он это сказал. Официальных заявлений от его команды по-прежнему нет. Все, что есть, фрагменты интервью, снятые на ходу комментарии и утечки от итальянских журналистов, которые утверждают: предложение уже готово, кольцо выбрано, дата обсуждается.
Пока одни гадают, не пиар ли это, другие уверены, таких вещей Яман не делает просто так. Когда речь заходит о Джане Ямане, любая цитата становится поводом для расследований. Его фраза о «большой истории любви» разошлась по медиапространству быстрее, чем новость о премьере нового сериала. Но что именно он имел в виду? Это была откровенность или тщательно спланированная подача? Один из итальянских журналов сообщил, что это заявление прозвучало не в телеэфире и не на пресс-конференции, а в частной беседе, которую кто-то якобы записал и передал журналистам. Кто этот человек, неизвестно. Близкий друг? Представитель? Случайный свидетель? Источник не раскрыт, а значит, доверять на 100% нельзя. И все же, тон, в котором Яман говорил о Саре, был совершенно непоказным. Без пафоса. Без медийной игры. От его представителей в Турции тишина. Они не комментируют ни отношения, ни возможную помолвку. И именно это молчание только подливает масло в огонь. Потому что если бы все было фейком, опровержение уже бы появилось. Вместо этого новая волна сообщений из Италии. Джан и Сара снова замечены вместе, теперь в ювелирном бутике. Фото неофициальные, лица частично закрыты, но жесты узнаваемы. Он что-то показывает ей, она улыбается, он будто нервничает. Это не похоже на промо-акцию или рекламный вброс. Это как будто все по-настоящему. Но почему тогда нет официальных слов от них обоих? Ответ, возможно, кроется не в том, что происходит, а в том, что может не произойти. Несмотря на внешнюю гармонию и громкие слова, многие задаются вопросом, а не слишком ли все быстро? С момента знакомства прошло всего несколько месяцев. И хотя эмоциональный импульс может быть сильным, Джан Яман – человек с опытом, и едва ли он делает такие шаги без оглядки. Итальянская пресса уверена, кольцо уже куплено, предложение – вопрос нескольких дней. Но фанаты, особенно те, кто давно следит за его жизнью, сдержанно отнеслись к этим заявлениям. Почему? Потому что все слишком похоже на предыдущие истории, которые развивались стремительно и исчезали так же быстро. За последний год у Ямана были по меньшей мере 2 подтвержденных романа, оба закончились без каких-либо объяснений. А если и были причины, они не становились достоянием общественности. Есть и другой нюанс. Сара Блума до сих пор никак не обозначила свою позицию. Ни совместного поста, ни короткого видео, ни даже намека на статус. Полная информационная тишина. И в таком контексте слова «в ближайшие дни» звучат скорее как надежда, чем как твердое обещание. Вполне возможно, что предложение действительно планируется, но готова ли она, никто не знает. Тем более, если учесть, что она, по слухам, совсем не стремится становиться частью шоу-бизнеса. В этой ситуации даже семейная поддержка не гарантия. Были ли у нее сомнения? Был ли откровенный разговор между ними о будущем? И не стало ли внезапное внимание со стороны прессы фактором, который способен изменить все? Именно поэтому многие сейчас вспоминают прежние отношения Джана. Он всегда был человеком, к которому тянется внимание, и не только профессиональное. Его роман с Дилеттой Лиоттой стал настоящим медиаштормом. Открытые признания, поездки, поцелуи перед камерами – все выглядело как идеальная история. Но внезапно полное исчезновение пары из новостных лент. Ни прощального заявления, ни объяснений. Только молчание и намеки на то, что за фасадом романтики скрывались сложности, которые не выдержали давления публичности. Такая же история была и до этого. Каждый раз, когда Яман вступал в отношения, общественность бросалась разбирать каждый жест, каждую фотографию, каждую фразу. Актер пробовал скрываться, прятать личное, уезжать. Но все, что становилось хоть немного заметным, тут же обрастало теориями и ложными версиями. Сейчас он снова в центре внимания. Но в отличие от прошлого, в этот раз он говорит открыто. Или делает вид, что говорит. Его слова звучат уверенно, но действия сдержанно. Никаких совместных интервью. Никакой обложки с заголовком «Мы вместе».
И, возможно, это и есть его новый стиль. Минимум шума, максимум личного. Только возникает вопрос, выдержит ли такая модель, когда каждый шаг за ними следят десятки камер? Ведь если история с Сарой реальна, она очень быстро превращается из личной в публичную. А если нет? Тогда все, что мы видим, это тщательно построенная дымовая завеса перед чем-то совершенно другим. Тем временем интерес только нарастает. Каждое новое появление Джана Ямана в публичном пространстве моментально разбирается на кадры и детали, что он надел, с кем был, где находился и, главное, была ли рядом Сара. Пока нет ни фото с кольцом, ни официального подтверждения со стороны агентства, ни видео, где слышно заветное «да». Но это не значит, что ничего не произойдет. Источники утверждают, что момент может наступить в любой день. Возможно, все уже произошло, просто пара решила не делать из этого шоу. Или наоборот, предложение все еще впереди, и идет внутренняя подготовка, включая разрешение, семейные согласования и личные страхи. Может быть, это будет камерный вечер на вилле у озера Кома, или наоборот, вспышки камер и фото на обложке GQ. Сейчас никто не знает точно. Но одно ясно, если это не просто увлечение, а действительно большая история любви, как он сам сказал, то скоро мы это увидим. Не по слухам, не по анонимным источникам, а по настоящему шагу вперед в прямом эфире реальности. До тех пор остается только наблюдать. Спасибо за просмотр. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», ставьте лайк, чтобы поддержать выпуск, и обязательно пишите в комментариях, как вы думаете, сделает ли Джан Яман предложение, или все это очередной миф? Нам важно ваше мнение, ведь самые горячие истории мы создаем вместе с вами. До встречи в следующем видео.